Лагорда встала и пошла в дом. Спустя минуту она вернулась с небольшой круглой подушкой из волокон, которые обычно употребляются для изготовления сетей. Не говоря ни слова, она повела меня к переднему крыльцу. Там она сказала, что сделала эту подушку сама, на ней удобно было сидеть, когда она училась созерцанию. При пристальном созерцании положение тела очень важно. Сидеть нужно на земле на мягкой подушке из натуральных волокон или на подстилке из листьев. Спину прислоняют к дереву, пню или камню. Тело при этом должно быть совершенно расслабленным. Глаза не фиксируются на объекте, чтобы избежать утомления. Пристальное созерцание заключается в очень медленном сканировании созерцаемого объекта против часовой стрелки, но без поворота головы. Она добавила, что Нагваль заставил их вкопать эти толстые столбы, чтобы они могли прислоняться к ним. Лагорда усадила меня на подушку и прислонила спиной к столбу. Она сказала, что собирается руководить мною при созерцании пятна силы, которое находится на круглых холмах по ту сторону долины. Она надеялась, что, созерцая его, я получу энергию, необходимую для собирания своего второго внимания. Она села слева почти вплотную ко мне и стала давать указания. Почти шепотом она велела мне держать веки полуприкрытыми и смотреть на то место, где сходились два огромных круглых холма. Там был глубокий узкий водный каньон. Она сказала, что это особое созерцание состоит из 4 отдельных действий. Во-первых, надо было использовать края моей шляпы как козырек, чтобы заслонить излишнее количество света и пропустить к глазам лишь минимальное число лучей, а затем полуприкрыть веки. Дальше надо было удерживать веки в постоянном положении, чтобы обеспечить равномерный приток света. И, наконец, нужно было выделить водный каньон на фоне остальной картины через сетку волокон света на своих ресницах. Вначале я не мог выполнить ее инструкции. Солнце было высоко над нами, и мне пришлось запрокинуть голову назад. Я вертел шляпу так и эдак, пока не закрыл большую часть солнечного сияния ее полями. Кажется, это было все, что требовалось. Когда я полуприкрыл глаза, небольшое количество света, словно исходившее из полей моей шляпы, буквально взорвалось у меня на ресницах, которые, как фильтр, создавали светлое кружево. Я держал веки полуприкрытыми и некоторое время играл со светящимся кружевом, пока не смог различить на его фоне темный вертикальный контур водного каньона. Затем Лагорда велела мне созерцать среднюю часть каньона, пока я не смогу различить очень темное коричневое пятно. Она сказала, что эта дыра в каньоне не для тех глаз, которые смотрят, но только для глаз, которые видят. Она предупредила, что как только я увижу пятно, мне необходимо проявить свой контроль, чтобы оно не притянуло меня к себе. Я должен скорее ввинтиться в него и пристально его созерцать. Она предложила мне нажать на ее плечо в тот момент, когда я найду дыру, чтобы дать знать об этом. Она подвинулась и прислонилась ко мне. С минуту я боролся, пытаясь скоординировать и сделать устойчивыми все 4 действия, и вдруг в середине каньона оформилось темное пятно. Я немедленно заметил, что вижу его каким-то иным способом, чем обычно. Темное пятно производило впечатление какого-то дефекта в зрении. В тот момент, когда мой контроль ослаб, оно исчезло. Оно находилось в поле моего восприятия, только если я сохранял контроль над всеми 4 действиями. Тут я вспомнил, что Дон Хуан множество раз занимал меня такой деятельностью. Он обычно вешал небольшой лоскуток на низкую ветку куста, стратегически размещенную так, чтобы находиться на одной линии с каким-нибудь определенным геологическим образованием, таким, например, как водные каньоны, склоны холмов. Заставляя меня сидеть примерно в 50 футах от этого лоскута и пристально смотреть через низкие ветки куста, он пользовался этим, чтобы создать во мне определенный эффект восприятия. Лоскуток всегда был более темного оттенка, чем то геологическое образование, которое я пристально созерцал, и казался лишь деталью этой картины. Идея заключалась в том, чтобы допустить игру своего восприятия, не анализируя ее. А раз за разом
я терпел неудачу, так как был совершенно не способен воздержаться от оценок, и мой ум всегда уходил в какие-то рациональные спекуляции о природе механизма моего иллюзорного восприятия. На этот раз я не чувствовал необходимости в каких бы то ни было спекуляциях. Лагорда не была той внушающей трепет фигурой, с которой я подсознательно пытался бороться, как это было в случае с Доном Хуаном. Темное пятно в поле моего восприятия стало почти черным. Я прислонился к плечу Лагорды, чтобы дать ей знать. Она прошептала мне на ухо, что я должен изо всех сил удерживать веки в том же положении и тихо дышать животом. Я не должен был позволять пятну подтягивать меня, а должен постепенно входить в него. Следовало избегать позволить дыре вырасти и поглотить меня. В случае, если это произойдет, я должен немедленно открыть глаза. Я стал дышать, как она предписала, и таким образом смог удерживать веки сколь угодно долго фиксированными в нужном положении. Некоторое время я оставался в этой позиции. Затем заметил, что дышу нормально, и это не разрушает моего восприятия. Но внезапно черное пятно стало пульсировать, двигаясь, и прежде чем я смог начать правильно дышать, чернота двинулась вперед и обволокла меня. Я ужаснулся и открыл глаза. Лагорда сказала, что я выполнил пристальное созерцание вдаль, а для этого нужно было дышать именно таким способом, который она рекомендовала. Она предложила мне начать все сначала. Она сказала, что Нагваль обычно заставлял их сидеть целыми днями и собирать свое второе внимание посредством пристального созерцания. Он неоднократно предупреждал их о том, что быть поглощенным пятном опасно. Это потрясение, от которого может пострадать тело. Мне потребовалось около часа пристального созерцания, чтобы сделать то, что она описала. Ввинчивание в коричневое пятно и пристальное всматривание в него привели к тому, что коричневый клочок земли в моем поле зрения неожиданно вспыхнул. Когда картина стала яснее, я понял, что нечто во мне выполняет неожиданное и невероятное действие. Я ощутил, что действительно приближаюсь к тому пятну. Отсюда у меня и возникло впечатление, что оно прояснилось. Затем я настолько приблизился, что мог различить даже отдельные его детали – камни и растительность. Я приблизился к нему еще и тут увидел любопытное образование на одном из камней. Оно выглядело как грубо высеченное кресло. Мне почему-то оно очень понравилось. По сравнению с ним остальные камни были бледными и неинтересными. Не знаю, как долго я созерцал его. Я мог рассмотреть каждую его деталь. Мне казалось, что я мог бы потеряться в его деталях, им не было конца. Но что-то рассеяло мое видение. На камень наложился странный образ, затем еще и еще. Мне досаждали эти помехи. Как только я начал беспокоиться, до меня дошло, что Лагорда, стоя позади меня, поворачивает мою голову из стороны в сторону. За считанные секунды концентрация моего созерцания совершенно рассеялась. Лагорда засмеялась и сказала, что теперь ей ясно, почему я доставлял Нагвалю столько хлопот. Она убедилась сама, что я индульгирую выше всяких пределов. Она села у столба рядом со мной и сказала, что она и сестрички собираются созерцать место силы Нагваля. Затем она издала пронзительный птичий крик. Спустя минуту сестрички вышли из дома и приступили к созерцанию вместе с ней. Их мастерство в созерцании было очевидно. Их тела приобретали необычайную жесткость. Казалось, они не дышали вовсе. Эта их неподвижность была столь заразительной, что я невольно полуприкрыл глаза и уставился на холмы. Пристальное созерцание было для меня настоящим откровением. Когда я выполнял его, мне стал ясен один важный момент во взглядах Дона Хуана. Лагорда описала задачу весьма смутно. Ввинтиться в него было скорее командой, чем описанием процесса. И все же оно было описанием при условии выполнения одного требования. Дон Хуан называл это требование остановкой внутреннего диалога. Из утверждений Лагорды относительно пристального созерцания мне стало ясно, что имел в виду Дон Хуан,
заставляя их созерцать. Именно остановку внутреннего диалога. Лагорда сформулировала это как утихание мыслей. Дон Хуан тоже заставлял меня делать это, хотя он вел меня по другому пути. Вместо фокусирования взгляда, как это делали созерцатели. Он научил меня открывать его, заполняя свое сознание и не фокусируясь ни на чем. Я должен был как бы ощущать своими глазами все 180 градусов перед собой, удерживая глаза не сфокусированными чуть выше линии горизонта. Мне было очень трудно созерцать. Это переворачивало с ног на голову всю мою предыдущую практику. Когда я пытался созерцать, у меня возникало стремление раскрыться. Однако необходимость держать это стремление в узде отключила мои мысли. А как только отключился внутренний диалог, уже нетрудно было созерцать так, как предписывала Лагорда. Дон Хуан утверждал снова и снова, что отключение внутреннего диалога является фундаментальным достижением магии. В терминологии объяснения о двух сферах внимания, данного мне Лагордой, остановка внутреннего диалога была рабочим способом описания отвлечения внимания тоналя. Дон Хуан говорил, что как только мы остановим внутренний диалог, мы остановим и мир. Это было операционное описание непостижимого процесса фокусировки нашего второго внимания. Он говорил, что некоторая часть нас всегда пребывает под замком, так как мы боимся себя. Эта часть нас с точки зрения разума подобна сумасшедшему родственнику, которого мы держим взаперти в темнице. Эта часть и была, по словам Лагорды, вторым вниманием. Когда оно сможет в конце концов сфокусироваться на чем-либо, мир остановлен. Поскольку мы, как обычные люди, знаем только внимание тоналя, то не будет большим преувеличением сказать, что как только это внимание гасится, мир действительно останавливается для нас. Фокусирование нашего необузданного, нетренированного второго внимания неизбежно должно быть ужасающей вещью. Дон Хуан был прав, говоря, что единственным способом удержать этого сумасшедшего родственника от нападения на нас и является необходимость защищаться при помощи нескончаемого внутреннего диалога. Лагорда и сестрички закончили свое приблизительно получасовое созерцание. Лагорда сделала мне знак рукой следовать за ними. Они пошли на кухню. Лагорда предложила мне сесть на скамью. Потом она сказала, что пойдет на дорогу встретить Хинарос и приведет их сюда. Она вышла через переднюю дверь. Тем временем сестрички сели вокруг меня. Лидия предложила ответить на все вопросы, которые я хотел бы задать ей. Я попросил ей рассказать мне о пристальном созерцании пятна силы Дона Хуана, но она мне не ответила. «Я созерцатель дали и теней», — сказала она. «После того, как я стала созерцателем, Нагваль заставил меня начать все сначала и созерцать тени листьев, деревьев, растений, камней. С тех пор я больше не смотрю на вещи, я смотрю на их тени. Даже если света нет совсем, тени существуют. Даже ночью есть тени. Так как я созерцатель теней, то я также и созерцатель вдаль. Я могу созерцать тени даже вдали». Рано утром они многого не скажут. В это время тени отдыхают, поэтому бесполезно созерцать в начале дня. Около 6 утра тени просыпаются и к наилучшей форме приходят часам к 5 пополудни. Тогда они полностью пробуждены. Что же тени говорят тебе? Все, что я хочу узнать. Они говорят со мной при помощи того, что они теплые или холодные, двигаются или меняют цвета. Я еще не знаю всего, что означает тепло, цвет или движение. Нагваль предоставил мне изучать это самой. Как же ты изучаешь это? В сновидении. Сновидящие должны пристально созерцать, а затем искать свои сны в созерцании. Например, Нагваль велел мне созерцать тени скал, а потом в своем сновидении я обнаружила, что у этих теней имеется свечение. Потому с тех пор я начала искать свечение в тени, пока не нашла его. Созерцание и сновидение идут рука об руку. Мне пришлось долго созерцать тени, чтобы получилось сновидение теней. А затем мне нужно было долго сновидеть и созерцать, чтобы соединить их на самом деле и видеть в тенях то,
что я вижу в сновидении. Понимаешь, что я имею в виду? Каждый из нас делает то же самое. Сновидение Розы связано с деревьями, и она созерцатель деревьев. А Хосефины с облаками, и она созерцатель облаков. Они созерцают деревья и облака, пока не достигают согласованности созерцания и сновидения. Роза и Хосефина согласно кивнули. «А как насчет Лагорды?» — спросил я. «Она созерцатель блох», — ответила Роза, и все засмеялись. «Просто Лагорда не любит, когда ее кусают блохи», — объяснила Лидия. «Она бесформенная и может созерцать все, что угодно, но она привыкла быть созерцателем дождя». «А Паблито?» «Он созерцает женские промежности», — ответила Роза с каменным выражением лица. Они засмеялись. Роза хлопнула меня по спине. «Я полагаю, что, как твой партнер, он похож на тебя», — сказала она. Они захохотали, колотя ладонями по столу и сотрясая скамейки ногами. «Паблито — созерцатель камней», — сказала Лидия. «Нестор — созерцатель дождя и растений, а Бениньо — созерцатель дали. Однако не спрашивай больше о созерцании, потому что я потеряю силу, если буду продолжать». «Почему тогда Лагорда рассказывает мне все?» «Лагорда потеряла свою форму», — ответила Лидия. «Когда я потеряю свою, я тоже буду рассказывать тебе все. Но к тому времени тебя это больше не будет беспокоить. Ты беспокоишься потому, что ты такой же глупый, как и мы все. В тот день, когда мы потеряем форму, мы все перестанем быть глупыми». «Почему ты задаешь так много вопросов, когда ты и так все знаешь?» — спросила Роза. «Потому что он похож на нас», — ответила ей Лидия. «Он еще не настоящий Нагваль, он еще человек». Она повернулась лицом ко мне. Минуту ее лицо было твердым, а глаза колючими и холодными, но ее лицо смягчилось, когда она заговорила вновь. «Ты и Паблито партнеры», — сказала она. «Он тебе действительно нравится?» Я подумал минуту, прежде чем ответить. Я сказал ей, что так или иначе, но я полностью ему доверяю. Безо всякой причины у меня было чувство, что мы похожи. «Ты любишь его так сильно, что испортил его», — сказала она обвиняюще. «На той вершине горы, где вы все прыгнули, он сам подбирался к своему второму вниманию, но ты вынудил его прыгнуть вместе с тобой». «Я только держал его за руку», — возразил я. «Маг не держит другого мага за руку», — сказала она. «Все мы очень способные. Ты не нуждаешься в том, чтобы кто-нибудь из нас троих помогал тебе. Только маг, который видит и потерял свою человеческую форму, имеет право помогать. На той вершине горы, где вы все прыгнули, ты обязан был идти первым. Теперь Паблито привязан к тебе. Я полагаю, ты собирался помогать и нам тем же способом. Боже, чем больше я думаю о тебе, тем больше я презираю тебя». Роза и Хосефина что-то согласно пробормотали. Роза встала и яростно потребовала, чтобы я признался, что я собираюсь делать с ними. Я сказал, что собираюсь очень скоро убраться отсюда. Мое заявление явно возмутило их. Все они заговорили одновременно. Голос Лидии звенел над другими. Она сказала, что время уезжать настало еще предыдущей ночью, и что она ненавидит минуту, когда я решил остаться. Я ощутил внезапное содрогание. Встал и не своим голосом заорал, чтобы они успокоились. Все с ужасом посмотрели на меня. Я попытался напустить на себя небрежный вид, но и сам испугался не меньше. В этот момент на кухню вошла Лагорда, словно пряталась в соседней комнате, ожидая момента, когда мы начнем драку. Она сказала, что предупреждала всех, чтобы мы не попадались в сети друг друга. Я был вынужден рассмеяться над тем, что она журит нас, как детей. Она сказала, что мы обязаны уважать друг друга, что уважение среди воинов является весьма деликатной вещью, и что сестрички знают, как воины должны вести себя друг с другом. Знают это и Хинарос между собой. Но стоит мне прийти в одну из этих групп или двум группам сойтись вместе, как все тотчас забывают о своих занятиях воинов и ведут себя как тупицы. Мы сели. Лагорда села возле меня. После минутной паузы Лидия пояснила, что она боится, как бы я не сделал с ними того же, что с Паблито. Лагорда засмеялась и сказала, что она никогда не позволит мне помогать кому-либо из них таким способом. Я сказал ей, что не могу понять, что же такого неправильного я сделал с Паблито. Я совсем не сознавал, что делал,
И если бы Нестор не рассказал мне, то я никогда бы и не узнал, что фактически подтолкнул Паблита. Я даже спросил, не преувеличил ли случайно Нестор. Может быть, он просто ошибся? Лагорда сказала, что свидетель не допустил бы такой грубой ошибки. Свидетель является самым совершенным воином среди нас всех. Маги не помогают друг другу так, как ты помог Паблита. Ты вел себя, как человек с улицы. Нагваль учил всех нас быть воинами. Он говорил нам, что воин не испытывает сочувствия ни к кому. Испытывать сочувствие означает желать, чтобы другой человек был похож на тебя, был в твоей шкуре. И ты протягиваешь руку помощи именно для этой цели. Ты сделал это с Паблита. Самая трудная вещь в мире для воина – предоставить других самим себе. Когда я была жирной, я беспокоилась, что Лидия и Роза едят недостаточно. Я боялась, что они заболеют и умрут от недоедания. Не щадя сил, я окармливала их, и у меня были самые лучшие намерения. Безупречный воин предоставляет других самим себе и поддерживает их в том, что для них важнее всего. Если, конечно, ты веришь, что они и сами являются безупречными воинами. «А что, если они не являются безупречными воинами?» – спросил я. «Тогда твой долг – быть безупречным самому и не говорить ни слова». Нагваль сказал, что только маг, который видит и является бесформенным, может позволить себе помогать кому-либо. Вот почему он помогал нам и сделал нас такими, какие мы есть. Не думаешь ли ты, что можешь ходить повсюду, подбирая людей на улице, чтобы помогать им? Дон Хуан уже ставил меня лицом к лицу с дилеммой, что я никоим образом не мог помогать своим близким существам. По его мнению, каждое наше усилие помочь фактически является произвольным актом, руководимым исключительно нашим своекорыстием. Как-то в городе я поднял улитку, лежавшую посреди тротуара, и бережно положил ее под какой-то виноградный куст. Я был уверен, что, оставь я ее на тротуаре, люди рано или поздно раздавили бы ее. Я считал, что, убрав ее в безопасное место, спас ее. Дон Хуан тут же показал мне, что это не так. Я не принял во внимание две важные возможности. Одна из них была такой: улитка избежала верной смерти на виноградных листьях от яда, а другая — улитка имела достаточно личной силы, чтобы пересечь тротуар. Своим вмешательством я не спас улитку, а только заставил ее утратить то, чего она с таким трудом достигла. Когда я захотел положить улитку туда, где нашел ее, он не позволил мне и этого. Он сказал, что такова судьба улитки, что какой-то идиот пересечет ей путь и прервет ее продвижение. Если я оставлю ее там, где положил, она, быть может, будет в состоянии собрать достаточно личной силы и дойти туда, куда собиралась. Я думал, что понял его мысль. Очевидно, тогда я лишь поверхностно согласился с ним. Самой трудной вещью на свете для меня было предоставить других самим себе. Я рассказал им эту историю. Лагорда погладила меня по спине. «Мы все очень плохие», — сказала она. «Все мы пятеро ужасные люди и не хотим ничего понимать. Я освободилась от большей части своей плохой стороны, но не от всей. Мы довольно туповатые и, по сравнению с Хинарос, ужасно деспотичные. Хинарос, с другой стороны, все похожи на Хинара, в них мало ужасного». Сестрички согласно кивнули. «Но ты самый отвратительный из нас», — сказала мне Лидия. «Я думаю, что мы не такие уж плохие по сравнению с тобой». Лагорда захихикала и легонько стукнула меня по ноге, словно веля согласиться с Лидией. Я так и сделал. Все они засмеялись, как дети. Мы долго пребывали в молчании. «Я подхожу теперь к концу того, что должна была рассказать тебе», — внезапно сказала Лагорда. Заставив всех нас встать, она сказала, что собирается показать мне стойку силы воинов-талтеков. Лидия встала справа от меня, лицом ко мне. Она взяла мою руку своей правой рукой, ладонь к ладони, не переплетая пальцев. Затем она просунула мою руку прямо под локтем своей левой руки и плотно прижала мой правый бок к своей груди. Хосефина сделала то же самое слева от меня. Роза стала лицом к лицу со мной, просунула свои руки у меня под мышками и захватила меня за плечи. Лагорда зашила сзади и обхватила меня за талию,
переплетя свои пальцы над моим пупком. Все мы были примерно одного роста, и они могли прижать свои головы к моей. Лагорда очень тихо, хотя и достаточно громко, чтобы все мы слышали ее, заговорила за моим левым ухом. Она сказала, что все мы должны попытаться перенести свое второе внимание вместо силы Нагваля, без вмешательства кого бы то ни было или чего бы то ни было. На этот раз не было учителя, чтобы помочь нам, или союзников, чтобы пришпорить нас. Мы собираемся отправиться туда просто силой нашего желания. Тут у меня возникла неодолимая потребность спросить, что я должен делать. Она сказала, что я должен позволить своему второму вниманию сфокусироваться на месте, которое я созерцал. Она объяснила, что та особая позиция, в которой мы сейчас находимся, является толтекским расположением силы. Я был в этот момент центром и связующей силой 4 сторон света. Лидия была востоком, оружием, которое воин Толтек держит в своей правой руке. Роза была севером, щитом, который заслоняет воина спереди. Хосефина была западом, ловцом духов, который воин держит в своей левой руке. А Лагорда была югом, корзиной, которую воин несет на своей спине и в которой он держит свои объекты силы. Она сказала, что естественной позицией для каждого воина будет обратиться лицом к северу и держать оружие восток в своей правой руке. Однако нужное нам направление на сей раз находилось на юге, слегка в сторону востока. Таким образом, действие силы, которое Нагваль оставил нам для выполнения задания, заключалось в перемене направления. Она напомнила мне, что одним из первых действий Нагваля по отношению к нам всем было повернуть наши глаза лицом к юго-востоку. Этим способом он завлек наше второе внимание для выполнения задачи, которую мы сейчас намеревались решить. Было 2 возможности выполнить это. Первая состояла в том, чтобы мы все развернулись лицом к востоку, используя меня в качестве оси, и таким образом переменили базисное значение и функцию каждого из нас. Лидия стала бы западом, Хосефина востоком, Роза югом, а она сама севером. Другая возможность состояла в том, чтобы мы изменили свое направление и стали лицом к югу, не поворачиваясь вокруг. Это была альтернатива силы, связанная с приведением в действие нашего второго лица. Я сказал Лагорде, что не понимаю, что такое второе лицо. Она ответила, что Нагваль поручил ей попытаться собрать воедино второе внимание каждого из нас, и что каждый воин Толтек имеет 2 лица и смотрит каждым лицом в 2 противоположных направлениях. Второе лицо было вторым вниманием. Внезапно Лагорда отпустила свою хватку. Остальные сделали то же самое. Она снова села и жестом приказала мне сесть рядом с ней. Сестрички остались стоять. Лагорда спросила, все ли мне ясно. Мне было не слишком-то ясно. Прежде чем я успел сформулировать вопрос, она сказала, что Нагваль велел ей передать мне следующее. Я должен изменить направление, суммируя свое внимание с их вниманием и включив свое лицо силы, чтобы увидеть то, что находится позади меня. Лагорда встала и жестом велела следовать за ней. Она повела меня к двери их комнаты и мягко втолкнула туда. Когда я переступил порог, Лидия, Роза и Хосефина присоединились ко мне тем же способом, а затем Лагорда закрыла дверь. В комнате было очень темно, и казалось, что в ней не было никаких окон. Лагорда взяла меня за руку и поместила, как мне показалось, в центре комнаты. Все они окружили меня. Я вообще не мог видеть их и только ощущал, что они расположились с 4 сторон вокруг меня. Спустя некоторое время глаза начали привыкать к темноте. Я смог увидеть, что в комнате есть 2 окна, закрытых ставнями. Через них просачивалось немного света, и я смог различить их всех. Затем они обхватили меня тем же способом, как и несколькими минутами раньше, и, совершенно в унисон, прислонили свои головы к моей. Я закрыл глаза, чтобы воспроизвести образ своего созерцания, но не смог сделать этого. Я чувствовал себя очень утомленным и сонным. Глаза ужасно зудели. Я хотел потереть их, но Лидия и Роза держали меня за руки.
Мы долго находились в такой позиции. Я невыносимо устал и начал терять сознание. У меня было ощущение, что колени не выдерживают моего веса. Я думал, что сейчас рухну на пол и прямо там усну. Но пола не было. Подо мной не было ничего. Когда я осознал это, я настолько испугался, что мгновенно пришел в себя. Однако сила, большая, чем мой страх, толкала меня назад в сонное состояние. Я сдался. Я плыл вместе с ними, как воздушный шар. Казалось, что я заснул и видел сон, а в этом сне видел серию несвязанных образов. Мы больше не стояли в темноте их комнаты. Было так много света, что он ослепил меня. Временами я мог заметить лицо Розы напротив моего. Уголком глаза видел лицо Лидии и Хосефины. Я мог видеть их лбы, прижатые к моим ушам, а затем образ менялся, и вместо этого я видел лицо Лагорды напротив моего. Всякий раз, когда это случалось, она прикладывала рот к моему и дышала. Мне это очень не нравилось. Какая-то сила во мне пыталась высвободиться. Я почувствовал ужас и попытался оттолкнуть их всех от себя. Чем сильнее я пытался, тем сильнее они держали меня. Это убедило меня в том, что Лагорда вовлекает меня в какой-то трюк, и что в конце концов она завлечет меня в смертельную западню. Но противоположность остальным, Лагорда была непревзойденным игроком. Мысль, что она направляла меня безупречной рукой, доставила мне облегчение. Я перестал бояться. Мне было любопытно, когда же наступит смерть, которая казалась мне неизбежной, и я смирился. Появилось чувство невероятной радости, подъема сил, и я решил, что это было предвестником моего конца, если не самой смертью. Я притянул Лидию и Хосефину еще ближе к себе. В этот момент Лагорда была впереди меня. Меня не беспокоило больше, что она дышала мне в рот. Скорее, я был удивлен, что она вдруг перестала это делать. Они начали оглядываться и тем самым освободили мою голову. Я смог двигать ею. Лидия, Лагорда и Хосефина были так близко от меня, что я мог видеть только через щель между их головами. Я не мог сообразить, где мы находимся. В одном я был уверен: мы не стоим на земле. Мы находимся в воздухе. И еще я знал, наверное, что наш порядок изменился. Лидия была слева от меня, а Хосефина справа. Лица Лагорды, Лидии и Хосефины были покрыты потом. Розу я мог только чувствовать позади себя. Я мог видеть ее руки, выходящие у меня из подмышек и держащие мои плечи. Лагорда что-то говорила, но что я не мог слышать. Она произносила слова очень медленно, словно желая дать мне время прочесть их по губам, но мое внимание было захвачено движениями ее губ, а не смыслом речи. В какой-то момент я понял, что все четверо неторопливо раскачивали меня. Это вынудило меня обратить внимание на беззвучные слова Лагорды. На этот раз я отчетливо прочел по ее губам, что она приказывает мне повернуться вокруг. Я попытался, но голова была как будто закреплена. Я ощутил, что кто-то покусывает мне губы. Я взглянул на Лагорду. Она не кусалась, но внимательно смотрела на меня и, четко артикулируя, произносила свой приказ повернуть голову. Пока она говорила, я одновременно чувствовал, как она лижет мое лицо или кусает губы и щеки. Лицо Лагорды было как-то искажено. Оно выглядело большим и желтоватым. Я решил, что поскольку все вокруг было желтоватым, то и на лице отражалась эта желтизна. Я мог слышать, как она приказывает мне повернуть голову вокруг. В конце концов, беспокойство, которое мне причиняло покусывание, заставило меня встряхнуть головой. Внезапно звук голоса Лагорды стал едва слышен. Она была позади и кричала мне, чтобы я повернул свое внимание вокруг. Это Роза лизала мне лицо. Я оттолкнул ее лбом. Роза плакала. Ее лицо было покрыто потом. Я слышал голос Лагорды позади. Она сказала, что я опустошил их, борясь с ними, и что она не знает, что теперь надо сделать, чтобы уловить наше первоначальное внимание. Сестрички поскуливали. Мои мысли были кристально ясными. Однако рационально мыслить я не был способен.
Я знал все быстро и непосредственно, причем в уме у меня не было никаких сомнений. Например, я непосредственно знал, что должен снова заснуть, и что это заставит нас опуститься вниз. Знал я и то, что должен позволить им принести нас обратно к дому. Но здесь я был беспомощен. Если я и мог где-то сфокусировать свое второе внимание, то это могло произойти только на одном месте в Северной Мексике, которое дал мне Дон Хуан. Я всегда был способен представить его в своем уме как ничто другое в этом мире. Но я не решался воспроизвести это видение. Я знал, что там нам придет конец. Я подумал, что надо рассказать Лагорде то, что я знаю, но не мог говорить. Тем не менее, какая-то часть меня была уверена, что она поняла. Тогда я полностью верился ей и за считанные секунды впал в сон. В своем сне я смотрел на кухню в их доме. Там были Паблито, Нестор и Бениньо. Они казались огромными и сияющими. Я не мог сфокусировать на них глаза, так как между нами был слой пластичного материала. Потом я осознал, что это выглядело, как если бы я смотрел на них через оконное стекло, которое кто-то поливает водой. Паблито поливал меня водой из бадьи. Нестор и Бениньо стояли рядом. Лагорда, сестрички и я лежали на земле позади дома. Хенарос облили водой из бадьи нас всех. Я вскочил на ноги. Либо вода, либо необычное переживание, через которое я только что прошел, придали мне бодрости. Лагорда и сестрички сменили одежду, которую кто-то из Хенарос разложил на солнце. Моя одежда также была аккуратно сложена на земле. Я переоделся, не говоря ни слова. Я находился в своеобразном состоянии, которое, по-видимому, сопутствовало фокусированию второго внимания. Говорить я не мог, а может и мог, но мне этого вовсе не хотелось. Желудок был расстроен. Лагорда, наверное, почувствовала это и мягко потянула меня на площадку в задней части загородки. Тут мне стало плохо. Лагорда и сестрички испытывали то же самое. Я вернулся на кухонную площадку и умылся. Холодная вода почти привела меня в чувство. Паблито, Нестор и Бениньо сидели вокруг стола. Паблито принес свой стул. Он встал и пожал мне руку. Затем тоже сделал Нестор и Бениньо. К нам присоединились Лагорда и сестрички. Кажется, со мной опять было что-то не в порядке. В ушах у меня стоял гул, кружилась голова. Хосефина схватила розу, чтобы не упасть. Я повернулся к Лагорде, собираясь спросить у нее, что делать. Лидия падала спиной на скамейку. Я подхватил ее, но, увлекаемый весом ее тела, упал вместе с ней. Со мной, должно быть, случился обморок. Внезапно я очнулся. Я лежал на соломенном мате в передней комнате. Лидия, Роза и Хосефина лежали рядом со мной. Мне пришлось перелезть через них, чтобы встать. Я задел их, но они не проснулись. Я вышел на кухню. Лагорда и Хенарос сидели за столом. «Добро пожаловать обратно», — сказал Паблито. Он добавил, что Лагорда проснулась незадолго до меня. Я снова чувствовал себя прежним и был голоден. Лагорда дала мне миску с едой. Она сказала, что они уже поели. После еды я почувствовал себя превосходно во всех отношениях. Только вот не был способен думать так, как обычно. Мои мыслительные процессы совершенно замедлились. Мне понравилось такое состояние. Тут я заметил, что было уже далеко за полдень. У меня возникло побуждение встать и бежать на месте лицом к солнцу, как меня обычно заставлял делать Дон Хуан. Я встал, и Лагорда присоединилась ко мне. Кажется, у нее возникла та же идея одновременно со мной. Это движение заставило меня вспотеть. Я скоро начал задыхаться и вернулся к столу. Лагорда последовала за мной. Мы сели. Хенарос глазели на нас. Лагорда вручила мне блокнот. «Нагваль собирается здесь погибнуть», — сказала она. В момент, когда она говорила, я испытал очень своеобразное чувство. На меня лавиной хлынули мои прежние мысли. Это, должно быть, стало заметно по моему лицу, потому что Паблито обнял меня, и то же самое сделали Нестор и Бениньо. «Нагваль собирается жить», — громко сказал Паблито.
Лагорда, казалось, тоже обрадовалась. Она с облегчением потерла лоб. Она сказала, что я чуть не убил себя и их из-за своей ужасной склонности к индульгированию. «Фокусировать второе внимание не шутка», — сказал Нестор. «Что с нами случилось, Гордо?» — спросил я. «Мы потерялись», — сказала она. «Ты начал индульгировать в своем страхе, и мы потерялись в той безбрежности. Мы больше не могли фокусировать свое внимание тоналя. Но мы успешно связали свое второе внимание с твоим, и теперь у тебя два лица». А в этот момент на кухню вошли Лидия, Хосефина и Роза. Они улыбались и казались такими же свежими и бодрыми, как и всегда. Они взяли себе еды, и пока они ели, никто не произнес ни слова. Когда все поели, Лагорда продолжала говорить с того места, на котором остановилась. «Теперь ты воин с двумя лицами», — продолжала она. «Нагваль сказал, что все мы должны иметь два лица. Он и Хинаро помогли нам собрать наше второе внимание и повернули нас вокруг так, чтобы мы могли быть обращены лицом в двух направлениях. Но тебе они не оказали такой помощи. Чтобы стать настоящим Нагвалем, ты должен был сам утвердить свою силу. Тебе еще далеко до этого, но позволь сказать, что теперь ты уже не ползаешь, а ходишь прямо. И когда ты восстановишь свою полноту и потеряешь форму, ты будешь парить». Бениньо сделал жест рукой, имитируя летящий самолет и подражая реву двигателя своим гудящим голосом. Звук был поистине оглушительный. Все засмеялись. Сестрички были в восторге. До этого момента я не осознавал времени. Я сказал Лагорде, что мы, должно быть, проспали несколько часов, потому что вошли в их комнату перед полуднем. Она сказала, что мы спали совсем недолго, а большую часть времени были затеряны в другом мире, и что Хинарос были по-настоящему испуганы и подавлены, потому что ничего не могли сделать, чтобы вернуть нас. Я повернулся к Нестору и спросил его, что они в действительности видели, когда мы отсутствовали. Прежде чем ответить, он внимательно посмотрел на меня. «Мы принесли много воды во двор», — сказал он, указывая на пустые бочки из-под масла. «Затем мы все притащили сюда и вылили воду на вас. Вот и все». «Мы вышли из комнаты?» — спросил я. Бениньо громко засмеялся. Нестор взглянул на Лагорду, словно спрашивая ее разрешения или совета. «Нет», — ответил Нестор. Мне показалось, что Лагорда жаждала узнать это не меньше меня, и я сильно встревожился. Она даже уговаривала Нестора рассказывать. «Вы пришли из ниоткуда», — сказал Нестор. «Я должен сказать, что это выглядело странно. Все вы были похожи на туман. Паблито увидел вас первым. Вы, может быть, были во дворе очень долго, но мы не знали, где искать вас. Затем Паблито завопил, и мы увидели вас. Мы никогда не видели ничего подобного». «На что мы были похожи?» — переспросил я. «Вы были похожи на...» Хинарос взглянули друг на друга. Наступило невыносимое молчание. Сестрички уставились на Нестора, разинув рты. «А вы были похожи на клочья тумана, зацепившиеся за паутину», — сказал Нестор. «Когда мы вылили на вас воду, вы снова стали твердыми». Я хотел, чтобы он продолжал рассказывать, но Лагорда сказала, что осталось слишком мало времени, потому что я должен уехать в конце дня, а у нее есть еще что рассказать мне. Хинарос встали и пожали руки сестричкам и Лагорде. Они обняли меня и сказали, что им потребуется всего несколько дней, чтобы подготовиться к отъезду. Паблито положил свой стул в перевернутом виде на спину. Хосефина побежала на площадку возле кухонной плиты, подняла сверток, принесенный им из дома Донья Солидат, и закрепила его между ножками стула, который оказался идеальным приспособлением для переноски грузов. «Поскольку ты идешь домой, ты можешь свободно взять это», — сказала она. «Это принадлежит тебе в любом случае». Паблито пожал плечами и передвинул стул, чтобы уравновесить груз. Нестор дал сигнал. Бениньо взял сверток, но Паблито не позволил ему. «Все в порядке», — сказал он. «Я прекрасно могу быть в роли осла, пока я несу этот проклятый стул». «Почему ты носишь его, Паблито?» — спросил я. «Я должен копить свою силу», — сказал он. «Я не могу везде сидеть, на чем попало. Кто знает, какая дрянь сидела там до меня». Он захохотал и пожал плечами, заставив сверток закачаться.
После ухода Хинарос Лагорда объяснила мне, что Паблито начал свое выкаблучивание со стулом, чтобы подразнить Лидию. Он не хотел сидеть там, где сидела она. Но его заносят на поворотах, и так как ему нравится индульгировать, то теперь он везде сидит только на своем стуле. «Он способен пронести его через всю жизнь», — сказала мне Лидия с большой уверенностью. «Он почти так же плох, как и ты. Он твой партнер. Ты будешь нести свой блокнот через всю жизнь, а он свой стул. Какая здесь разница? Оба вы индульгируете больше, чем любой из нас». Сестрички окружили меня и засмеялись, хлопая меня по спине. «Очень трудно войти во второе внимание», — продолжала Лагорда, «а овладеть им, индульгируя, как ты, еще труднее. Нагваль говорил, что ты лучше всех нас должен знать, насколько это трудно. С помощью его растений силы ты научился уходить в тот мир очень далеко. Вот почему сегодня ты тянул нас так сильно, что мы чуть не умерли. Мы хотели собрать наше второе внимание на месте Нагваля, а ты погрузил нас в нечто такое, чего мы не знаем. Мы не готовы для этого, как не готов и ты. Впрочем, ты ничего не можешь с собой поделать. Таким тебя сделали растения силы. Нагваль прав. Все мы должны помогать тебе и сдерживать тебя во втором внимании, а ты должен помогать нам подталкивать наше. Твое второе внимание может зайти очень далеко, но бесконтрольно. Наше может пройти только маленький кусочек, но над ним мы имеем абсолютный контроль. Лагорда и сестрички одна за другой рассказали мне, каким пугающим было ощущение потерянности в другом мире. Нагваль рассказал мне, продолжала Лагорда, что когда ты собирал свое второе внимание с помощью его дыма, ты сфокусировал его на комаре, и этот маленький комар стал для тебя стражем другого мира. Я сказал ей, что это правда. По ее просьбе я описал им переживания, которые Дон Хуан позволил мне испытать. С помощью его курительной смеси я воспринял комара как ужасное чудовище высотой 100 футов, двигавшееся с громадной скоростью. Это создание было невероятно отвратительным, тем не менее в нем было впечатляющее величие. И этот случай, и ряд других, я не мог уложить в свою рациональную схему восприятия мира. Единственной опорой моему интеллекту была глубокая уверенность в способности психотропной смеси вызывать у меня галлюцинации относительно величины комара. Я представил им, особенно Лагорде, мое рациональное и причинно обусловленное объяснение того, что произошло тогда. Они засмеялись. «Здесь нет места для галлюцинаций», — сказала она. «Если кто-то неожиданно видит что-то такое, чего не было раньше, значит, второе внимание человека собралось и фокусируется на этом». Так вот, собирать второе внимание человека может что угодно. Это может быть спиртной напиток, наркотики или сумасшествие. Или, наконец, курительная смесь Нагваля. Ты увидел комара, и он стал для тебя стражем другого мира. Тот другой мир – это мир нашего второго внимания. Нагваль надеялся, что твое второе внимание будет достаточно сильным, чтобы пройти стража и войти в другой мир. Но оно не было сильным. Если бы оно было сильным, ты мог бы войти в тот мир и никогда не вернуться. Нагваль сказал мне, что он приготовился следовать за тобой. Он вынужден был заставлять тебя фокусировать твое второе внимание с помощью его растений силы. Потому-то ты мог фокусироваться только на устрашающей стороне вещей. Поэтому он и прекратил давать тебе растения силы и заставил тебя делать сновидение, чтобы ты мог собрать свое второе внимание другим способом. Но он был уверен, что твое сновидение также будет устрашающим. С этим он ничего не мог поделать. Ты следовал по его стопам, а у него самого была ужасающая сторона. Лагорда вспомнила, что Нагваль однажды показывал мне одно очень специфическое красное насекомое в горах его родины. Она спросила меня, помню ли я это. Я помнил его. Несколько лет назад Дон Хуан взял меня в неизвестную мне местность в горах Северной Мексики. С крайней осторожностью он показал мне каких-то красных насекомых размером с божью коровку. Их спинки были глянцево-красными. Я захотел опуститься на землю и рассмотреть их, но он не позволил. Он сказал, что я должен наблюдать их,
не устремляя пристального взгляда до тех пор, пока я не запомню их форму. Он добавил, что я обязан помнить их всегда. Затем он объяснил мне некоторые замысловатые детали их поведения, причем это звучало у него как метафора. Он рассказал мне об условной значительности наших наиболее лелеемых обычаев. В подтверждение он указал на некоторые обычаи этих насекомых и противопоставил их человеческим. Это сравнение высмеивало некоторые наши привычные взгляды. Как раз перед тем, как он и Хинара ушли, сказала Лагорда, Нагваль взял меня с собой на прогулку в то место в горах, где обитают эти жучки. Я уже была там однажды, и другие тоже. Нагваль убедился, что все мы знаем эти маленькие создания, хотя он никогда не позволял нам пристально созерцать их. Когда я была вместе с ним, он рассказал мне, что делать с тобой и что я должна рассказать тебе. Я уже рассказала тебе почти все из того, что он попросил меня сообщить тебе, кроме этой последней вещи. Ты спрашиваешь у каждого, где Нагваль и Хинара. Сейчас я расскажу тебе, где они. Нагваль сказал, что ты поймешь это лучше, чем любой из нас. Никто из нас никогда не видел стража. Никто из нас никогда не был в том зеленоватом мире, где он обитает. Ты единственный среди нас, кто испытал все это. Так вот, Нагваль сказал, что он последовал за тобой в тот мир, когда ты сфокусировал свое внимание на страже. Он намеревался уйти туда вместе с тобой, может быть, навсегда, если бы ты был достаточно силен, чтобы пройти. Именно так он впервые узнал о мире тех маленьких красных букашек. Он сказал, что их мир был самой прекрасной и совершенной вещью, какую только можно вообразить. Поэтому, когда пришло время ему и Хинара покинуть этот мир, они собрали все свое второе внимание и сфокусировали его на том мире. Затем Нагваль открыл трещину, как ты сам свидетельствовал, и они проскользнули через нее в тот мир, чтобы мы присоединились к ним когда-нибудь. Нагваль и Хинара любили красоту. Они пошли туда исключительно ради своего наслаждения красотой. Она взглянула на меня. Мне нечего было сказать. Она была права, говоря, что сила должна назначить точное время для откровений, чтобы они стали эффективными. Я ощущал муку, которую не мог выразить. Мне хотелось плакать, хотя я не испытывал ни печали, ни тоски. Я страстно желал чего-то невыразимого, но эта страсть не была моей. Подобно многим ощущениям и чувствованиям, которые были у меня с момента приезда, она была чужда мне. Мне пришли в голову уверения Нестора об Элихио. Я пересказал Лагорде то, что он говорил. Она попросила меня изложить им видение моего путешествия между Тоналем и Нагвалем, вызванные моим прыжком в пропасть. Когда я закончил, все они казались испуганными. Лагорда немедленно отметила мое видение купола. Нагваль сказал нам, что наше второе внимание когда-нибудь сфокусируется на этом куполе, сказала она. В тот день мы будем целиком вторым вниманием, точно так же, как Нагваль и Хинаро, и в тот же день мы присоединимся к ним. «Ты имеешь в виду, Гордо, что мы пойдем такими, каковы мы есть?» — спросил я. «Да, мы пойдем такими, каковы мы есть. Тело — это первое внимание, внимание Тоналя. Когда оно становится вторым вниманием, оно просто входит в другой мир. Прыжок в пропасть на некоторое время собрал все твое второе внимание. Но Элихио был сильнее, и его второе внимание было зафиксировано этим прыжком. Вот что случилось с ним, а он был в точности такой же, как и все мы. Однако нет способа говорить о том, где он находится. Даже сам Нагваль не знал. Но если он где-то и находится, то он в том куполе. Или переходит от одного видения к другому, может быть, на протяжении целой вечности. Лагорда сказала, что в своем путешествии между Тоналем и Нагвалем я подтвердил возможность того, что все наше существо становится целиком вторым вниманием. В большом масштабе. В значительно меньших масштабах это происходило, когда я сегодня довел их до затерянности в мире второго внимания, а также, когда она транспортировала нас на полмили, чтобы удрать от союзников. Она добавила, что Нагваль оставил нам в качестве вызова проблему, способны ли мы развить свою волю или силу своего второго внимания, чтобы без ограничений
фокусироваться на чем угодно. Мы некоторое время молчали. Кажется, мне пора было уезжать, но я никак не мог двинуться. Мысль о судьбе Элихио парализовала меня. Очутился ли он в куполе нашей встречи или задержался в необъятности? Образ его путешествия сводил с ума. Мне не составляло никакого труда представить это, потому что у меня был опыт моего собственного путешествия. Другой мир, на который Дон Хуан ссылался практически с момента нашей встречи, всегда был для меня метафорой. Смутным способом наклеить ярлык на некоторые перцептуальные искажения или, в лучшем случае, способом говорить о неопределимых состояниях существования. Хотя Дон Хуан и научил меня воспринимать неописуемые черты мира, я не мог рассматривать мои переживания как нечто, стоящее по ту сторону игры моего восприятия, своего рода управляемого миража, который он ухитрился заставить меня испытать или посредством психотропных растений, или с помощью средств, которые я не мог рационально проследить. Каждый раз, когда это случалось, я заслонялся как щитом мыслью, что единство меня, которого я знал, было лишь временно вытеснено. Когда это единство восстанавливалось, мир неизбежно снова становился убежищем для моего рационального «я». Замысел, который Лагорда открыла своими откровениями, был ужасающим. Она стащила меня со скамейки и сказала, что я должен уехать до наступления сумерек. Все они прошли вместе со мной к моей машине, и мы попрощались. Лагорда дала мне последнее указание. Она сказала, что когда я вернусь, я должен ехать прямо к дому Хенаро. «Мы не хотим тебя видеть, пока ты не будешь знать, что делать», — сказала она с лучезарной улыбкой. «Но не задерживайся слишком долго». Сестрички кивнули. «Эти горы вряд ли позволят нам надолго остаться здесь», — сказала она и легким движением подбородка указала на зловещие обветренные холмы по ту сторону долины. Я задал ей еще один вопрос. Я хотел знать, знает ли она, куда Нагваль и Хенаро пойдут после того, как состоится наша встреча. Посмотрев на небо, она подняла руки и сделала ими неописуемый жест, чтобы показать, что этой безбрежности нет предела.